Привет, ребята! Сегодня мы поговорим об очень интересной теме – это платина. Один из самых ценных ресурсов в игре Diablo Immortal, который можно получать совершенно бесплатно. И этот ролик будет полезен новичкам, а также тем, кто не донатит в игру или донатит очень умеренно. В общем, в этом видео мы с вами разберем, что такое платина, зачем она нужна в игре, что на нее можно купить и как ее фармить максимально эффективно с минимальными затратами времени. И я покажу, ребят, не только стандартные способы фарма платины, но и альтернативные. Такие, например, как использование дополнительных персонажей на нашем аккаунте и перекачивание платины с одного на другой. Также я расскажу об основных ошибках, из-за которых новички теряют много платины. Ну а в конце я расскажу, сколько в неделю фармлю я и как я это делаю. Ну и, ребят, для вашего удобства в описании к этому ролику я оставлю тайм-коды, чтобы вы быстро могли перейти к интересующей вас теме. Поэтому, ребят, устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Ну и, ребят, давайте для начала разберемся, что такое платина и зачем она в игре. Если мы зайдем в наш инвентарь, то сверху мы увидим, сколько у нас всего ресурсов. Вы видите, у меня 200 тысяч золота на этом персонаже, 845 платины и 2800 вечных сфер. Так вот, ребята, это мой дополнительный персонаж, волшебница. И вечные сферы, которые вы здесь видите, они сквозные и привязаны именно к аккаунту. А к персонажу привязано именно количество платины, которое у него есть. И давайте, ребята, разберемся, для чего мы ее используем в игре. Ну, во-первых, это любые покупки и продажи на рынке. Рынок у нас находится в Вестмарше на площади Ракиса, вот в этой вот локации. Также, ребят, мы используем платину для прокачки наших обычных камней, начиная с 5 уровня. Чтобы перейти с 5 на 6 уровень, нам потребуется ресурс, который можно купить только за платину. Давайте, ребят, пройдем к ювелиру и посмотрим, что это такое. Найдем нам самоцветик 5 уровня. Вот здесь у нас есть турмалин 5 уровня. Если мы его хотим улучшить, нам потребуется 3 самоцвета турмалина 5 уровня и один ресурс, который называется Кристалл Эхо. Его можно купить у продавца за 500 платины. Продавец находится вот прямо здесь рядом. Он называется «Продавец кристаллов». Если мы зайдем в него, то мы увидим, что этот кристалл Эхо продается за 500 платины. Поэтому для прокачки камней после 5 уровня нам нужна платина. Также, ребят, платина нам потребуется и для пробуждения предметов, в которые мы вставляем самоцветы с 4 уровня. Вы видите, что в моем арсенале есть оружие в такой синей рамке. Это значит, что этот предмет экипировки пробужден. Здесь у нас вставлен самоцвет 10 уровня, но он однозвездный, там нужно всего 185 силы самоцветов. И для того, чтобы пробудить этот предмет, я купил специальный ресурс, который называется «Зарождающее эхо». Этот предмет можно купить у кузнеца, давайте к нему проследуем. А если быть точным, ребят, этот предмет можно купить у Иверия, который продает материалы для кузнецов. И здесь в магазине в разделе «Камни перековки», по-моему, в самом низу есть 2 пункта «Зарождающее эхо». Раньше это была чисто донатная штука, можно было ее купить только за 1000 вечных сфер, но с того момента, как Blizzard изменил систему резонанса, ее теперь можно купить, вот это зарождающее эхо, за 10 тысяч платины. А напомню, что я делал классный ролик по новой системе резонанса, где рассказывал, как прокачивать 5-звездные камни, используя бесплатную, в кавычках, конечно, бесплатную силу самоцветов. Мы просто выкачиваем ненужную или избыточную силу самоцветов из 5-звездных камней, компенсируя ее резонирующими камнями. Если вы еще не смотрели этот ролик, обязательно посмотрите его, он очень интересный. Ну и, конечно, ребят, платина нам еще нужна для наших ежедневных покупок глифов, как привязанного, так и непривязанного. Здесь у древнего портала есть продавец глифов, и если мы заходим в его магазин, мы видим, что он продает нам привязанный легендарный глиф за 1600 платины. Его можно купить один в неделю. А также можно купить непривязанный легендарный глиф. Но здесь есть особенность. Этот глиф можно купить
только получив вечный купон легендарного глифа. И получить этот купон, ребят, очень просто. Нужно просто со своим отрядом пройти любой рейд адского реликвария, и вам выпадет этот вечный купон. Вместе с этим купоном и 1600 платины вы сможете забрать этот вечный легендарный глиф. Ребят, что такое отряды и что они дают нашему персонажу, я могу рассказать в отдельном видео. Если вам интересно, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Ну и, ребят, когда мы поняли, для чего нам нужна платина, давайте теперь разберемся, как же ее фармить в игре. И фармить ее, ребят, можно только двумя способами. Первый – это выполняя ежедневные задания, и второе – это торгуя на рынке. И что, ребят, касается ежедневных заданий, то в нашем боевом пропуске мы можем увидеть, что выполняя ежедневные задания боевого пропуска, мы получаем очки боевого пропуска и открываем вот эти сундуки. 3 сундука можно открыть, набрав 120 очков боевого пропуска. И как раз в третьем сундуке у нас будет 300 платины. То есть ежедневно мы можем фармить 300 платины из боевого пропуска. Получается это 2100 платины в неделю. Что же касается второго способа торговли на рынке, давайте с вами пройдем к рынку и во всем разберемся. Вот, ребят, мы подошли к нашей Диа, которая занимается торговлей на рынке, и давайте посмотрим, что у нас там на рынке есть. У нас здесь есть вкладочка «Купить», где мы можем купить все, что предлагает игра, а также есть вкладочка «Продать», где мы можем продать все, что есть в нашем инвентаре, не привязанное к нашему аккаунту. И, кстати, ребят, здесь очень важный момент, что продавать на рынке мы можем предметы, которые не привязаны к нашему аккаунту. И как отличить такие предметы? Очень просто. В углу таких предметов будет иконка весов. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Но здесь есть еще одна особенность, ребята, которую стоит учитывать, что если мы не привязанный предмет вставляем в предмет экипировки, это касается легендарных камней, обычных камней, то они становятся привязаны, и больше мы их на рынке продать не сможем. И еще, ребята, это, по-моему, касается рун. Но давайте разберемся, что мы можем продать на рынке, чтобы заработать платину. Ну, конечно, в первую очередь это наши легендарные камни и обычные самоцветы. И что касается обычных самоцветов, ребят, я категорически не рекомендую продавать их на рынке. Это, ребята, один из самых важных ресурсов в игре, который бустует нашего персонажа и повышает второстепенные характеристики, которые реально влияют на нашу силу в игре. Если, ребят, мы посмотрим в наш арсенал и посмотрим, какие у нас второстепенные характеристики, то обычные самоцветы как раз влияют на броню, пробивание брони, мощь и сопротивление. А это ключевые характеристики для того, чтобы иметь преимущество как в PvP, так и в PvE. В общем, ребят, конечно, решаете вы, но я категорически не рекомендую продавать вам обычные самоцветы. Другое дело легендарные камни, которые вы получили с непривязанных глифов. Вы получаете непривязанные камни, которые можно продать на рынке. И это отличный способ получить платину. При этом, ребят, надо учитывать, что в среднем самая низкая цена, которую мы можем купить однозвездный самоцвет легендарный, это примерно 400 платины. А вот смотрите, мы здесь видим камень Зода, который стоит 858. Но давайте посмотрим, каких очень много. Например, боль порабощения. Видите, самая низкая цена на однозвездный камень 400 платины. И, ребят, один камень нам дает одну силу самоцвета. Поэтому я всегда оцениваю однозвездные камни как одна сила самоцвета. То есть одна сила самоцвета стоит 400 платины. И что это значит, ребят? Что когда мы продаем, например, двухзвездный камень, например, силу и власть, то такой камень будет стоить 1600 платины, потому что в нем содержится 4 силы самоцвета. То же самое, ребят, может касаться и каких-нибудь 5-звездных камней, которые вы получили за непривязанный глиф, и если вы этот камень не используете в своем билде, то смело продавайте его на рынке. Одна сила самоцвета стоит примерно 400 платины. В 5-звездном камне у нас 32 силы самоцвета, то есть это получается 12 800 платины. Он должен стоить не дешевле 12 800. Ну, много 5-звездных камней, вы знаете, по 12 800. Они самая низкая цена, продаются за 20 тысяч. Поэтому, продавая 5-звездный камень какой-нибудь ненужный, вы всегда получаете больше платины в расчете на силу самоцвета. Также, ребят, платину мы можем получать, продавая руны.
Руны — это тоже free-to-play ресурс, который мы можем получить, бегая в открытом мире, но сейчас рынок рун достаточно перенасыщен. Если мы посмотрим, что у нас предлагается, вы видите здесь по 40 штук, по 26, по 23, и иногда, выставив на продажу какую-нибудь руну, можно очень долго ждать. Но если она продается, то это тоже классный способ получить платину. И, ребят, в своем билде на основном герое я ограничился желтыми рунами, которые дают плюс 6 к базовым характеристикам предмета. На оранжевый я еще не накопил, может быть, в будущем. И они очень редко выпадают, мне практически не выпадают. Я не занимаюсь специальным фармом рун, поэтому, когда придет время, я просто куплю необходимое количество рун на рынке. И еще, ребят, очень классный способ фарма платины — это продавать сущности ужаса. Они находятся вот здесь, вот во вкладочке с мешочком. Что такое сущности ужаса? Это ресурс, который мы получаем, проходя порталы ужаса. И давайте посмотрим наш боевой пропуск, что касается сущностей ужаса, да? Мы можем сущности ужаса получить из порталов ужаса, которых мы можем пройти в неделю аж 10 штук. И по своему опыту скажу, что за эти 10 порталов ужаса я получаю примерно от 13 до 16 сущностей ужаса, 10 из которых я всегда продаю и 3-4 использую для того, чтобы открыть портал в преисподнюю. Ребята, о порталах ужаса я расскажу в отдельном ролике, где расскажу, как фармить в них обычные самоцветы, а также фармить эти сущности, которые можно потом продавать на рынке. Ну и вообще это очень классное событие, которое мне нравится. Там бегаешь и убиваешь полчища монстров. В общем, очень зачетное событие. И последний способ получения платины через рынок — это продажа наших фамильяров. Они находятся у нас во вкладочке с фамильярами, которая вот здесь вот находится. Здесь будет список из фамильяров, которые мы можем продать на рынке. Но, ребят, фамильяры — это вообще отдельная тема. В неделю, просто так, играя в игру, выполняя задания боевого пропуска, мы можем получить 3 контракта фамильяров. Эти контракты также выпадают и в проклятых башнях, и в открытом мире. Ну, есть масса способов получать эти контракты фамильяров. В общем, призывая фамильяра, мы можем выбрать 3 фамильяра и преобразовать их. И с определенной вероятностью, по-моему, 20%, мы можем получить аберрантного фамильяра, которого мы можем продать на рынке. И я не очень сильно вдаюсь в это, потому что это такая рулетка, можно слить десятки тысяч платины, даже сотни, для того, чтобы получить нужного фамильяра. И самый простой способ получить нужного фамильяра — это просто отслеживать его на рынке с нужными чертами, а потом накопить и купить за платину. Ну и, ребят, давайте разберемся с основными ошибками, с которыми сталкиваются новички, когда фармят платину. Конечно же, первая ошибка — это покупать ненужные вещи. Старайтесь тратить платину только на то, что вам действительно нужно. Эта волшебница — мой второстепенный игрок, которого я использовал для того, чтобы фармить самоцветы, которые потом продавал на рынке. А вырученную платину я использовал для того, чтобы со своего основного героя покупать фамильяров. Таким образом, ребят, я перекачивал платину из этого героя в своего основного героя. Но этому был очень большой штраф. Я тратил очень много времени на игру Diablo Immortal. И здесь, ребят, всегда нужно иметь определенный баланс, сколько ты времени потратишь в игру, чтобы получить необходимое количество ресурсов. Конечно, сейчас я уже этим не занимаюсь, я использую просто механики игры со своим основным героем и получаю все необходимые ресурсы для того, чтобы получать удовольствие от игры. Еще одна очень распространенная ошибка новичков, ребят, это использовать платину для того, чтобы извлекать камень умений из талисманов. В Вестмарше рядом с распознавательницей у нас находится Вас, создатель талисманов, мой тезка, да? И у него мы можем прокачать, разобрать или улучшить талисман. И если мы посмотрим, какой талисман надет на моей волшебнице, то мы можем даже извлечь из него камень умений. Если мы его выбираем, то извлечение камня умения, ребят, стоит 500 платины. Мы извлекаем его, а потом можем этот камень умения использовать, чтобы к новому талисману отдать какое-либо из свойств. И там это такая рулетка, потому что бегает такой ползунок, и у вас здесь вероятность 20%, что выпадет нужное. Поэтому, ребят, это реально пустая трата платины. И, честно говоря, ребята, эти талисманы, они не так сильно влияют на силу вашего героя. Они дают здесь плюс 2 к определенным характеристикам. Просто, ребят, соберите себе талисман, который дает определенные бонусы к характеристикам, которые вы используете, и забудьте про этот талисман.
Но что, ребят, самое интересное, теперь эти камни умений мы можем получить вообще без платины. Теперь у Чарси, у кузнеца, а по-моему у любого кузнеца, мы можем зайти в изготовление предметов, и у нас здесь будет пункт изготовления камней умения. Если мы на него нажимаем, то мы можем изготовить камень умений, который будет с 3 случайными бонусами к нашим умениям, именно того класса, за который вы играете. И это, ребят, можно сделать за ресурс, который мы фармим в открытом мире. Это серебряная руда. Поэтому, ребят, ни в коем случае не тратьте свою платину на извлечение камней умений. Лучше просто бегайте по открытому миру и собирайте серебряную руду. Ну и как я говорил, ребят, третья ошибка – это сливать платину на преобразование фамильяров. Когда мы преобразуем 3 аберрантных фамильяров, мы должны потратить 2000 платины на каждую попытку. И не факт, что вам выпадет самая важная черта – это спаситель. Самый лучший способ, ребят, получить спаситель – это зайти на рынок, найти здесь фамильяры, выбрать все фамильяры, затем выбрать фильтр, затем выбрать пассивные умения, найти нашего спасителя, вот он, и посмотреть, почем у нас продаются фамильяры со спасителем. И вы видите, что самый дешевый из них стоит 33 600 платины. В общем, самый лучший способ получить нужного фамильяра с нужным навыком – это накопить необходимое количество платины и купить его на рынке. Вам просто нужно отслеживать эти предложения и вовремя среагировать его купить. И, ребят, именно так я и купил своего фамильяра со спасителем. У меня это затерявшийся в буре, я просто отслеживал его на рынке и купил, по-моему, за 29 тысяч платины. Давайте теперь переключимся на моего основного героя и посмотрим, сколько я платины фармлю в неделю. И вот, ребят, я переключился, я тут на собрании теней остался, да, после битвы теней. И смотрите, у моего основного героя куплено благословение изобилия, поэтому мы на рынок можем перейти прямо из нашего инвентаря, что очень удобно. Если вы хотите задонатить, то этот сервис благословения изобилия просто обязателен к покупке. Во-первых, вы сразу получаете 600 платины, стоит он очень недорого, плюс у вас еженедельные и, по-моему, ежедневные подарки, еженедельные глифы, ну и также вы можете получать доступ сразу к рынку из инвентаря. Кстати, это благословение изобилия еще дает дополнительные ячейки для того, чтобы продавать предметы. И вы видите, что у меня выставлено большое количество камней, которые я получал за непривязанные глифы. В общем, продаем это все, получаем платину, и на моем основном героя сейчас 31 100 платины. Фарм платины, ребят, это очень постепенный процесс. Каждую неделю я получаю 200, выполняя задания боевого пропуска, а также потом продаю легендарные камни, которые мне не нужны. Я никогда не продаю обычные самоцветы. И, конечно же, я продаю примерно 10 сущностей ужаса каждую неделю. Я не бегаю эти порталы преисподней, в основном использую экипировку, которая выпадает из открытого мира. Ну, может быть, 2 раза я бегаю эти порталы преисподней. Таким образом, ребят, в неделю я получаю примерно от 3 до 10 тысяч платины. Ну, конечно, в зависимости от того, какой у меня лут и чего я продаю. Но в среднем где-то 3 500 платины. Ну и, соответственно, в месяц это мы умножаем на 4, и получается от 14 до 40 тысяч можно спокойно получать. Но если вам очень повезет и вам выпадет непривязанный 5-звездный камень, какой-нибудь камень, который вы не используете в своем билде, и вы можете быстро бустануть количество платины, выставив его на рынке и продать. Ребят, что вы думаете обо всех этих способах фарма платины в игре Diablo Immortal? Все эти способы бесплатные, они free-to-play. Вам нужно просто играть в игру и получать удовольствие. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько вам удается нафармить платины в неделю. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и оформите подписку. А мы с вами увидимся в следующем видео.